Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков, наш любимый игры «Мир танков» от Lesta Games, и сегодня у нас на обзоре американская ПТ Сауис, ее можно так назвать, Т-30, 9 левела, проходная прокачиваемая ветка, больше похожа на танк и играется по сути как танк, потому что у нас рубка, она же башня, да, она поворачивается, похож на Т-32, Т-34, только другое орудие, да. Какое и вообще, что это за агрегат, мы сегодня с вами, конечно же, полноценно разберем и начнем с бронирования Т-30. Вперед! Итак, collision модель нашего Т-30, ну и смотрим. НЛД 110, 90, 75, ну короче полный картон. ВЛД 147, 150, здесь лючок пулеметный вообще 70. Вот эти кармашки, они рикошетные. В них лучше вот сюда, верхнюю часть ВЛД, не стрелять. В целом корпус, что НЛД, что ВЛД, полнейший картон, 9 и 8 левела всех типов танков нас сюда обычными снарядами пробивает. Маска орудия 279, ну вот это уже ничего такое, да, то есть тут 500, здесь 500, 500, башни внизу вот здесь, да, есть щелка 211, 348, 276, 280, 294. Ну, короче, без голды ковырять бесполезно. Вот. А еще как попадет снаряд. 468. Ну и переходим к самому интересному, куда подобные танки, такие как Т-32, Т-34, собственно, убиваются, да, когда торчит только башня и не видно корпуса. Верхняя планка 65, лючок 51. Фугасом можно насрать. Да, боковое бронирование 7,6. В принципе, может танковать от борта за счет рикошета. Ну, тут странные цифры здесь. No damage. Да, не попадаем. От борта может танковать. Ну, конечно, он не король танкования. Вот такая вот броня. Корпус дрянь, башня ничего. Так, с броней разобрались. Смотрим основные модули. Пушечка 105 миллиметровка 8 левела и 2 десятки у нас. Вот, по 120-155 миллиметров соответственно. Интересует нас, конечно, 155-ка с альфой 750 и вообще всеми принципами игры. Вот этот самый уникальный геймплей на Т-30, конечно, топовое орудие 155 миллиметров с альфой 750. Можно ли играть вот на этих орудиях? Я считаю, что вот на этом вообще нельзя. На Т-30 надо заходить сразу на десятку со свободным опытом и хотя бы начинать стартовать играть на пушке с альфой 400 мм, 120 мм само орудие. Да? Разница между ними как бы видно невооруженным глазом, что по основному снаряду пробития, что по голдовому, по альфе, да, заряжаются долго. Но вариант пробития на топовом, конечно же, выше. Ну, посмотрите, какое бронепробитие, да. Точность здесь, конечно, хорошая. Но вот время сведения против пушечки здесь прям разница большая. Поэтому сначала покатайте на 120 миллиметровке, потом садитесь на топовое орудие. Обязательно качайте рацию, обязательно качайте топовый двигатель. 860 лошадей против 800 вам даст аж целых там 7% подвижности. Обязательно топовую ходовую. Здесь усиленную ходовую. Здесь притирку шерсти наведения, чтобы комфортнее сводиться. Здесь у нас к обзору, да, к обзору, какая незаметность, извините. Здесь к незаметности, понятно, к максимальной скорости назад. Здесь ничего не качаем. Здесь мы берем на живучесть. Тем более, что иногда можно, в принципе, покатать на Т-30. Вместо, например, тех же самых приводов поставить закалку. Оборудование DOSAL, усиленные приводы, улучшенный прицел. По снарядам основной снаряд у нас бронебойный, голдовый подкалиберный, ну и фугас на 950 с бронепробитием 90. Вот, основной снаряд летит 870, голда летит 1088, в принципе сносная скорость полета снаряда, да. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. У нас
аж целых 6 членов экипажа перки наблюдаете перед собой в табличке. А по УВН у нас все офигенно, а мы помним броню башни, за исключением верхней части башни, да, у нас аж минус 10, да, по ХП 1650, и это, конечно, мало, и связано это, что это не тяжелый танк, а все-таки ПТ-САУ, хотя, по сути, играется как тяжелый танк, отыгрывается от брони башни, да, мы всегда, играя на Т-30, помним, что у нас картонный корпус. По подвижности 35 вперед, 10 назад. Чуть более 13 лошадей на тонну удельная мощность. Незаметность даже у нас присутствует. Просто перк незаметность не вкачали. Но удивление, да. Хоть это и подобие тяжелого танка, но незаметность присуща от ПТ-САУ. То есть не светится, в отличие от Т-34, Т-32. Так сильно не светится, как данные танки. Смешно. Вот, обзор 420 мы, конечно, слеповат. По плюсам и минусам. У нас хорошая броня в башне и полностью отсутствует броня в корпусе. Но и на городских картах, и на рельефных картах всегда можно найти позиции, где можно Т-30 отыгрывать от башни. Это первое. Поэтому в целом плюс. По подвижности минус, она медленная, Т-30. По незаметности плюс, она у нас присутствует. Вот, по количеству ХП маловато, это минус. По пушке у нас есть все для сумасшедших. Т-30 это пушка на гусеницах. Вот это. Основа этого танка, основа этой ПТ-САУ, это орудие топовое, когда у вас стоит 155 миллиметров с сумасшедшей альфой, с сумасшедшим бронепробитием, нормальная вменяемая скорость полета. У нас есть УВНы, так что Т-30 это танк про настрел, про сумасшедший, чтоб просто жопа сгорела у врагов. Едем уже в бой, попробуем, что это за машина. Гоу. Так, господа, обзор боем ПТ-САУ американской 9 левела. Т-30. Да. Т-30. Попали в сетап к десяткам, мы внизу списка. Сейчас поедем воевать. Сейчас воевать поедем. Так, 1650 хп, план 3300 суммарного настрела. Кстати, 3 арты. Насыпать они сейчас будут. Эх, турбинку бы нам сюда, да? Ну ничего, 35 едем. Понятно, что не летим. Левый фланг у нас слабый. Сейчас как борта напихают. 102 полетел, блин. Ладно, проехали. Сейчас Т-10 отжарим. Прискакал он сюда, видите ли. А сзади фаза. Вот и влип. Повоевал ты здесь. Все. И никого. Ты глянь, не хотят вылазить. У нас левый фланг, все, прорву, считай. Там вообще танков не осталось фактически.
сделали пробитием. С Маусом долго тут ковыряться. Да, такое себе. Есть пробитие. Есть пробитие. Двуху дали, ребят. Да. Еще есть пробитие. Броня не побрита. Че, план почти выполнили. О, хорошо, сочно. Ребят, план выполнили. Переигрывать не буду. Да, проигрышный бой. Но мы отдали фланг. Это было очевидно. 3500 дали. Вот чем хорош Т-30, даже в сливных боях он способен, так сказать, за себя отомстить. Приятная альфа, пробитие. Я без фугасов играл на подколах, да, голдовых. Но, блин, какая альфа. Просто какая альфа. Сколько мы? 5 шотов сделали, 3500. Если бы бой немного по-другому развивался, мы тут могли и 5, и 6к, так сказать, насрать врагу. Но, увы. Да. Увы. Вот фаза сейчас. Оп, мимо. Фаза мимо стреляет. Да. Фаза мимо. Ну, Маус долго жился. Они его так и не выковырили. Там бабах его прикрывал из кустов. Да. Она, кстати, сюда приехала, гля. Вот дает. Кто у нас? 3 топора. Все. Ладно. Посмотрим, какое место по урону мы здесь заняли. Играя интересно и перекатываясь. Тратя время на перекатчики. Ну, в целом, я думаю, первое либо второе место по урону у нас есть в этом бою. Давайте глядеть. Че, крепкая башка, хорошая альфа. Второе. Ух, из Т2, гля, настрелял. Красавчик. Красавчик. Ладно, ребята, огонь танка, его все уважают, все любят. Что тут даже глупо что-либо говорить. По оборудованию пишите свои комментарии, как вам. Я по 5-бальной системе машине ставлю 4 с плюсом. Прям 100% заслуживает. Вот. Ставьте лукасы. Подписывайтесь на канал. Т-30 имба. Просто отрывает головы. Просто огонь.
Ну и до скорых встреч в новых обзорах. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.